Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой красивый джемпер ажурным узором с косами. Косичка здесь очень простая, 6 петель всего перекрещиваем. Очень эффектно смотрится данный узор. Когда я еще, может быть, и цвет вот этот красивый бирюзовый тоже как-то влияет. В общем-то, сочетание правильно подобранного цвета и красивого выразительного узора привлекает внимание. И я решила сделать мастер-класс по вязанию данного джемпера. Значит, будет у нас с вами и выкройка, будет у нас с вами и схема, и мы будем с вами вязать образец, вычислять плотность вязания и по горизонтали, и по вертикали, компоновку узоров и, конечно же, как всегда, описание на 6 размеров, которые я к тому же еще выкладываю для вашего удобства под видео. Будем с вами все очень правильно разбирать. Пряжу я тоже сейчас вам покажу, что за пряжу я подобрала. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я подобрала пряжу Alize Superlana Classic. Это полушерстяная пряжа, 25% шерсти она содержит, 75% акрила. Это турецкая пряжа, цвет у нее, видите какой? 467, расход в 100 граммах 280 метров, 300 метров. Так она выглядит, да? Из этой пряжи очень приятно вязать, она очень хорошо скручена, довольно, видите, сильно, да? Она не пушится, она не расслаивается так особо при вязании, да? И, в общем-то, ощущения от нее очень мягкие и приятные к телу. Да? Конечно, это не стопроцентная шерсть, но это очень бюджетная, дешевая пряжа. И очень у нее хороший набор цветов. То есть палитра очень достаточно широкая. Так, что еще хотела сказать? Вязала я спицами номер 4. Основной узор, да. И как вы видите, у меня здесь 2 раппорта в ширину и 4 раппорта в высоту. Узор простой, девочки. Самый сложный здесь элемент — это переплести 6 петель. Там направо, налево. И если вы умеете пользоваться дополнительной спицей, или у вас очень большое стремление научиться вязать косы без дополнительной спицы, вы можете, и вы являетесь начинающей вязальщицей, вы можете смело брать этот узор. Он вяжется просто, очень просто, вы это поймете. Поэтому, пожалуйста, пожалуй, этот узор вполне можно рекомендовать девочкам, которые только начинают вязать, средней степени сложности. Я бы так оценила категорию этого узора. Так, давайте сейчас про пряжу поговорили. Давайте я вам сейчас покажу выкройку. Дальше мы с вами посмотрим схему, разберем, да. Описание я уже составила на 6 размеров. Как составить описание под ваш личный размер, как сделать расчет индивидуальный. Все в конце видео, как обычно. Пожалуйста, посмотрите, если вы впервые на моем канале. Пожалуйста, оцените. Вы можете вполне даже научиться, просмотрев мой мастер-класс на примере этого джемпера,
делать дальнейшие расчеты для своего джемпера. Итак, у нас с вами вот такая схема по вязанию. Раппорт составляет 18 петель и 8 рядов в высоту. Как видите, простые условные обозначения, общедоступные, понятные, да? Перекрещиваем направо 6 петель, налево 6 петель. Как это сделать, я подробно показываю, да? Лицевая, изнаночная, все расписано, девочки. Вот. Все очень как бы доступно. Сейчас я вам приближу вам схемочку. Вот схемочка, так вот, наверное, хорошо видно. Ну и к тому же ссылка на схемочку, как всегда, будет у меня размещена под видео в профиле в Одноклассниках в моем. Так, это все понятно. Далее, что касается выкройки. Выкройку я подбирала, вы видели, у нас классический вариант, да, такая с окатом рукавчик, да, ну, в общем-то, обычная классическая выкройка. На 6 размеров здесь первая вот циферка у нас, как обычно, это 42-44. Вторая циферка в скобочках, это у нас 46-48 и 50-52, третья циферка. Да? Я составила описание, значит, на все эти 6 размеров с расчетом петель. Как это сделать, значит, если кому интересно, посмотрите мои объяснения в конце видео, где я уже свяжу образец, измеряем мы с вами расчет, делаем плотности по вертикали, как применить вертикальную плотность, я тоже там рассказываю подробно, да, вот, как применить горизонтальную плотность. Девочки, это не скучные моменты, это важные моменты, это, так сказать, для вас проект, без которого вы не сможете как бы связать, да, это изделие, важные моменты, которые теоретически все эти расчеты требуются обязательно на любое изделие составлять, чтобы не получилось у нас что-то там косое, кривое, вытянутое, перетянутое. Да? Согласны со мной? Все, кто уже какой-то опыт вязания имеет, конечно же, будут со мной согласны. Так, что касается описания, давайте сразу перейдем. Ну, название я тут даю, конечно, от души. У меня все красиво. Я страшно стараюсь не вязать вещи, как бы, да, не беру их, даже не рассматриваю. Значит, про пряжу вы все уже увидели, я вам все показала. Про спицы я вам тоже сейчас поясняю. Спицы 3,5 для резинки. И спицы номер 4 мы вяжем основной узор. Плотность вязания определяем, значит, в конце видео. Выкройку вы уже видели, да. Описание вязания, значит, набираем на планочку, высота будет от ваших индивидуальных, как говорится, хотений зависеть. Ну вот на выкройке она 2 сантиметра, видите, высота планочки у спинки и переда. Вот. Ну, а вы можете сделать, я вот пишу 2-5 сантиметров, да. Кстати, девочки, обязательно корректируйте размеры, да. Конечно же, эта выкройка универсальная, но все-таки у нас у всех свои особенности. У кого-то очень узкие плечи, да, широкие бедра, у кого-то наоборот. Поэтому обязательно вот эта выкроечка, она требует корректировочки. Рост у нас у всех разный, да. То есть высоту тоже регулируйте, да. Пересчет. Посмотрите, как я это делаю, считаю в конце видео, сделайте под себя, подкорректируйте пересчет, да, вот этого описания. Так, как считаем раппорты, да, то есть почему именно 4 вот здесь раппорта идет у нас на 42-44 размер. Как это сделать, как симметрично и правильно расположить узоры. Особенность нашего узора, там есть особенность, вы видели по схеме, да, и я об этом рассказываю. Вот эти дополнительные петельки у нас идут перед раппортом и дополнительная петелька за раппортом. Все на схеме есть, и как их применить, я тоже рассказываю. Обязательно обратите на это внимание, а то будут у вас какие-нибудь ошибочки. Можете столкнуться с непониманием. Так, зачитывать не стану, все это будет в открытом доступе под видео. Каждый раз повторяю под видео, и каждый раз мне пишут.
как номер спиц какой, да, какая у вас там то все, 5-10, не понимаем. Девочки, вот здесь в описании у меня уже идут конкретные расчеты. Как бы я уже компоную здесь попетельно с учетом суммирования, да, то есть когда я вам объясняю в конце видео, у меня вот эти вот петельки, это я вам рассказываю для примера, да, а особые, так сказать, тонкости я уже делаю, когда у меня идут детальные расчеты, я сижу и сама их считаю на машинке не под камерой, понимаете? Поэтому, когда будет несовпадение попетельное, вот с тем, что я вам объясняю, да, в конце видео, и здесь, вот итог все-таки это вот здесь, девочки, что я вот выкладываю под видео. Здесь уже идет как бы суммированное, все точно размеченное вот это количество петель, понимаете, мои хорошие? Вот, поэтому некоторые мне, да, вот пишут там, что-то там в одну петлю не совпало, как я объясняла, там, или в две петли не совпало. Нет, мои хорошие, руководствуйтесь тем, что под видео будет, да? Это окончательный уже вариант. Так, перед мы вяжем так же, как спинку, да, и более глубокий вырез горловины отличается. Рукавчики, здесь я тоже рассказываю, как расположить. 2 раппорта узорчика у нас умещается на рукавчиках, и затем идет увеличение. Хотите, увеличивайте лицевые, одну лицевую гладь, да, хотите, в узор включаете прибавленные петельки, как хотите, девочки. Тут уже как бы на вашем усмотрении, да. Далее сборка у нас идет, да, значит, планку по горловине вы можете вязать резиночкой двойной, хотите, да, там вот на девушке она двойная, да. Я же всегда делаю планочку одинарную, да, и закрываю петли эластичным способом. У меня есть видео на канале, как закрыть эластичным способом. Как это делаю, во всяком случае, я какой способ применяю, да. Если хотите, я оставлю ссылочку под видео, посмотрите тот мастер-класс. Он коротенький, всего там мало минут, ничего такого. Для интереса, может быть, можете посмотреть, как я это делаю, да. Так, ну все, мои хорошие, собственно говоря, я вам все рассказала, показала. Самое главное у нас практическая сейчас часть осталась, как связать узорчик. Узор простой, приготовьте пряжу, приготовьте спицы и сейчас начнем вязать. Мы будем с вами вязать, девочки, вот по такой схеме. В схеме 18 петель в ширину раппорт составляет и в высоту 8 рядов. И смотрите, какая особенность здесь. Значит, я во всяком случае вяжу, чтобы было видео, ну как бы обзор узоров, да, 2 раппорта сразу я сделала, чтобы было понятно, что тут у нас к чему идут. Посередине вот этот узор будет четко прослеживаться. Один раппорт не даст такой картинки обзорной, да. Да и потренироваться, вязать узор девочки не помешает. Поэтому советую вам взяться за вязание 2 раппортов сразу, да? Вот. И вот так будет выглядеть наш узорчик. Еще он не отглаженный, естественно. Такой весь сырой материал. Но узор, сразу говорю, очень простой. Очень простой узорчик. Так. Набираете, значит, на спицы... Сейчас скажу, 41 петлю. Смотрите, значит, на схемочка маленькая в этот раз. Смотрите, значит, вот 2 петли у нас идут с вами перед раппортом всегда. Потом идет раппорт. Сколько нужно раппортов вяжем подряд, да, там 5, 6, 7, сколько хотите. В зависимости от ваших размеров, да, спинки и переда. И заканчивается все эти связанные раппорты вот этой для симметрии вот этой петлей. Иначе узор не получится. То есть здесь не будет совпадать количество убавок и накидов. Понятно, да? То есть добавляем 2 петли в начале перед раппортом и добавляем после всех раппортов еще 1 петлю тоже. И в итоге у нас получается 2 раппорта по 18 петель, это 36 петель, да, плюс 2 кромочные,
плюс 1 в конце и 2 в начале, итого 41 петля. Набираем эту 41 петлю, начинаем с вами вязать с первого ряда. Итак, первый ряд у нас, да, распределяем наши петельки следующим образом. Значит, начинаем первая лицевая, накид. То есть это 2 петли перед раппортом. Начинаем вязать сам раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным петельком, поэтому я меняю петельки местами и вяжу 2 вместе лицевой. Так, накид, лицевая, накид. На этом раппорт нашего узора заканчивается и начинается второй раппорт. То есть опять начинаем вот от этой черты идти. Не от этих 2 петель, девочки, не путайтесь, а вот от этой черты, вот где раппорт у нас обозначен, да? И мы с вами вяжем 2 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Тут тоже было с наклоном влево. Опять 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да? Дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. И обратите внимание, у нас с вами за уже раппортами, когда мы связали с вами 2 раппорта подряд, идет вот эта вот петля дополнительная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И кромочная вяжем изнаночные. Вот я вам объяснила. Больше второй раппорт я показывать не буду. Да? То есть вы поняли, как это вяжется. То есть не нужно вязать после первого раппорта вот эти 2 петли, которые у нас идут по схеме. Вот эти 2 петли вязать не надо. Они идут только в самом начале, перед всеми раппортами. Повтор раппортов начинается именно с этой черты и заканчивается вот этой чертой. И когда вы свяжете нужное количество раппортов, вы завершаете вот этими дополнительными 1 петлей. Да? Так, все изнаночные петли, все изнаночные ряды, то есть у нас вяжутся изнаночными петельками, да? Накиды тоже вяжутся изнаночными. Так, у нас с вами 3-й ряд. Вяжем. Снова начинаем с 2 первых петель перед раппортом, 2 лицевые, да? И дальше вяжем раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, перекрещиваем с вами 6 петель налево. Я это делаю следующим образом. Вы можете с помощью дополнительной спицы. Я снимаю 6 петель на правую спицу. Первые у меня 3 петли перед работой, следующие 3 высвобождаются, и я их аккуратно вот так вот возвращаю с помощью правой спицы на левую спицу. Перевела и связала их 6 лицевых. Дальше у нас идут 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые. На этом первый раппорт закончился. Начинаем второй раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Снова перекрещиваем 6 петель, значит, налево. Меняю я их местами. И провязываю как 6 лицевых.
перепутала я количество петель. У меня тут вот одна петля подспустилась, да? Я сейчас подниму. 7 захватила. Так, все. Все вернули на место. Сделали, да? Дальше у нас 3 лицевые идут. Раз, два, три. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. И лицевая у нас остается, которая у нас была дополнительной для симметрии. Кромочную вяжем изнаночной. Значит, 4-й ряд вяжем изнаночными петельками. Так, у нас с вами 5-й ряд, девочки. Вяжем с вами первые 2 петли у нас, значит, за раппортом. И мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, начинается раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4 лицевые. Дальше вяжем еще лицевые. Сейчас скажу, сколько. 1, 2, 3, 4, 5. Еще 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. То есть всего 9 лицевых получилось. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 1 раппорт провязали. 2-й раппорт вяжем. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Опять 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И за раппортом у нас вяжется 1 лицевая кромочная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 7-й ряд. Так, первые 2 лицевые перед раппортом. И начинается наш раппорт. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые. Делаем с вами перекрещивание на 6 лицевых петель направо. Снимаю 6 лицевых петель на правую спицу. Первые 3 у меня за работой, следующие 3 высвобождаются перед работой. Поменяла я их местами, перекрестила и провязала как 6 лицевых. Дальше тут 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Это у нас 1 раппорт. И следом идет 2-й раппорт. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 6 петель перекрещиваем направо. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. И вяжем как 6 лицевых. Дальше 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. И на этом раппорт заканчивается, и мы вяжем с вами за раппортом лицевую петлю. Все. Значит, мы с вами провязали 7 рядов. 8-й ряд вы вяжете, девочки, изнаночными петельками, да? И на этом, собственно, раппорт заканчивается. Повторение с 1-го ряда у нас идет, да? Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку и посчитать плотность вязания. А далее мы будем делать индивидуальные расчеты на тот или иной размер.
Обдаю горячим паром наш образец. Растягиваю я его тщательным образом. Не отутюживаю, конечно же. Здесь такие шикарные косички, как можно. Все, мои хорошие, он сейчас будет сохнуть. Так, вот эти концы тоже надо отутюжить. Так, мои хорошие, смотрите, что у нас получается. По ширине у нас, видите, 21,5 получается. Я приложила линеечку. Вот 21,5. Так, и мы набирали с вами 41 петлю. Вот мы 41 петлю делим на 21,5. У нас получается с вами величина 1,9. То есть такая у нас с вами плотность, да? Вот у нас уже есть выкроечка. Давайте напишем с вами. В 1 сантиметре у нас 1,9 петель, да? Вот так это выглядит. И теперь по вертикали померяем тоже плотность. Так, измеряем с вами по вертикали ширину, высоту 13 сантиметров, 13, да? И здесь у нас 4 раппорта связанных по 8 рядов. 4 на 8, 4 на 8, 32 делим на 13 сантиметров. Получаем плотность 2,5, ну и 5 пусть будет, округляем. 2,5. И я запишу это вот сюда. То есть у нас с вами в 1 сантиметре по вертикали 2,5 ряда. Вот такие важные циферки. А сейчас, мои хорошие, у меня есть выкройка перед вами. Вот на 6 размеров. Первый размер 42-44, второй размер 46-48, третий 50-52. Вот. И будем сейчас с вами составлять описание. Значит, каким образом? Значит, давайте я вот так напишу вот здесь сбоку, что если у нас с вами такая плотность, да, то мы с вами ширину нашу 23,5 умножить на 2, то есть ширина спинки 47 сантиметров, умножаем на нашу плотность 1,9. Получаем у нас 89 петель. То есть я пишу на 42-44 нам надо набрать 89 петель. Это сырые цифры, сразу предупреждаю. Сырые цифры. Потом будем корректировать их. Так, следующий у нас идет с вами 25,5. 25,5 умножить на 2. Ширина спинки будет на 46-48, 51 сантиметр. И мы умножим с вами на 1,9 плотность. У нас получается вот 97, да? 97 петель. Тоже сырая цифра. И третья циферка 27,5 умножить на 2, 55 и умножить на плотность 1,9. Вот у нас получается 104, там 105 петель. Тоже сырая циферка. Так, вот такой расклад. Теперь, мои хорошие, нам необходимо с вами красиво расположить наши узоры. У нас с вами раппорт составляет 18 петель. Это вы помните, да? Поэтому мы сейчас все вот эти цифры попробуем поделить на 18. И посмотрим, сколько целых раппортов у нас укладывается. Значит, 89 поделить на 18. Получается практически 5 раппортов. Чуть-чуть не хватает, да? А давайте с вами 5 умножим на 18. Это 90 петель. Ну, мои хорошие, я считаю, что здесь будет у нас 90 петель плюс 3 петли плюс 2 кромочные. Меньше никак не получится. 95 петель всего получается, да? То есть, вот смотрите сами. На, получается, 6 петель у нас больше запланировано, шире запланированного. Если для вас это критично, да, тогда не делайте 5 раппортов, делайте 4 раппорта. Значит, 4 умножить на 18, это будет 72 петли. Да, 72 петли.
И у нас не будет хватать, из 89 отнять 72, не будет хватать целых 17 петель. Видите, все дело в небольшом количестве петель. Но здесь какой расклад? Значит, 17 поделить на 2, например, получится 8,5. Ну, 8 петель, да. То есть вам необходимо будет сделать 4 раппорта по центру. И плюс 3. Давайте вот так посчитаем. Если для вас 6 петель это много, да, мы рисуем с вами схематично. Я рисую так. 4 раппорта. Сейчас я расположу последовательно. 1, 2, 3, 4. В каждом раппорте по 18 петель. Так? Так. Плюс у нас 2 здесь. Для симметрии, да, плюс 1 здесь, по одной кромочной с двух сторон. И какой у нас с вами расклад получается? 72 это наш неизменный костяк, вот этот. 4 раппорта, да, я пишу 4 раппорта, 72 петли. Так, далее у нас идут плюс 3, эти тоже неизменные, они никак без них. Плюс 2 кромочные, итого 77 петель. То есть вот у нас с вами 77 петель задействованы, надо 89. 89 отнять 77, 12 петель. Видите, делим на 2, по 6 петель, девочки. И предлагаю вам по 6 петель изнаночными компенсировать справа и слева. Да? То есть я пишу здесь 6 изнаночных справа, 6 изнаночных слева. Можете делать не изнаночные, а лицевые, поскольку у нас здесь лицевая гладь, да? Пожалуйста, приплюсуйте по 6 изнаночных справа, по 6 изнаночных, по 6 лицевых справа, 6 лицевых слева. То есть это на ваше личное усмотрение, да? Вот, я лично считаю, что, мне кажется, изнаночные будут более интересно смотреться. То есть вот мы с вами пришли к нашему числу 89 петель. Если это для вас очень важно. А так, конечно, было бы интереснее сделать, как я вам сказала, 5 раппортов и получается 95 петель. Так, теперь что касается нашего размера 97 петель. Здесь какой расклад? Давайте на 97 петель поделим на 18. У нас с вами расклад 5 раппортов. Рисуем. Значит, 5 раппортов рисуем. 1, 2, 3, 4, 5. По 18 петель. Такой же у нас с вами идет расклад. Здесь 2 петли мы никак обойти не можем. Слева тоже у нас 1 петля нужна тоже. То есть эти 3 петли. Так, и по одной кромочной у нас добавляются всегда. Итого у нас с вами то же самое, вот эти 95 петель. А надо 97, да? Ну, это вообще ерунда, я считаю. Будем с вами добавлять 1 изнаночную справа, 1 изнаночную слева, а еще лучше по лицевой добавить. Здесь вот прям явно лицевые напрашиваются, да? То есть еще справа и слева добавляем по 1 лицевой петле, да? Итого у нас получается с вами как раз нужные нам 97 петель. Вот таким образом у вас складывается раскладка узоров. Так, и третий размер, когда у нас с вами 105 петель. Делим 105 на 18 раппорт, получаем 5,8. Здесь у вас вариант какой? Либо вы в сторону расширения делаете ровно 6 раппортов, но там нужно будет добавить еще дополнительные петли, да, как у нас было вот в случае с маленьким размером. Не получилось, и много дополнительных лицевых или изнаночных добавлялось, да. Так, я вам показываю 2 варианта развития событий. То есть, если вы хотите, берите 5 раппортов, да, то есть, если вам надо строго 105, никак, ни больше, ни меньше. Значит, берете 5 раппортов, 1, 2, 3, 4, 5, по 18 петель.
Справа 2 неизменные, слева 1 неизменная, по кромочной неизменные, да? Итак, итого у нас с вами 95 петель костяк есть. И из 105 мы отнимаем с вами 95, 10. Значит, мы делим пополам симметрично. Здесь мы добавляем с вами 5 лицевых, либо 5 изнаночных, да? Давайте изнаночные напишем. И здесь тоже 5 изнаночных мы добавляем. Справа и слева добавляем по 5 изнаночных, да? Вот такой расклад событий. Следующий расклад. Когда у нас 6 раппортов, 6 умножить на 18, это будет 108 петель. Уже на 3 петли больше, чем нужно, так? Так, я здесь подчеркну, что здесь 105 у нас стало в целом. Так, 108 петель, да? К ним мы добавляем, помните, да? Как мы с вами много добавляли. Целых, получается, сейчас рисую 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по 18, да? 108. К ним мы добавляем 2 справа, 1 слева петли, да? 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. Так? Получаем 108 плюс 3 плюс 2 кромочные, 113 петель. Так? Вот такой расклад, девочки, получается у нас. 113 петель вместо 105. Два варианта я вам нарисовала развитие события. То есть, либо вы здесь дополнительные петли вне раппорта добавляете, либо вы очень сильно увеличиваете. Получилось у вас увеличение на целых 8 петель. Значительно большое. То есть, я вам все, девочки, показываю для примера. То есть, у вас, возможно, будет выкройка изменяться. То есть, вы поставите здесь свой индивидуальный размер, да? То есть, вы померите свои бедра, померите кофту, которая на вас хорошо сидит, и прикинете. Так, и откорректируйте, и сделайте, как я. Умножайте на плотность. Помните, как я вначале это делала, да? Количество, значит, сантиметров вы свою спинку. Умножаете на нашу плотность 1,9. Это у вас общее количество петель, которые надо набрать. И затем делите все это дело на 18 и прикидываете, сколько полных раппортов, какое полное число, целое число у вас получается. И далее, как я вам уже показывала, поступаете. Девочки, также по выкройке вы легко расчеты делаете, например, пройма. Да? Вот у вас пройма. Видите, глубина ее 5,5 сантиметров. Вы 5,5 сантиметров умножаете на нашу плотность 1,9. Да? По пройме мы получаем с вами 10 петель. Я вот здесь записываю 10 петель пройма. То есть вы должны убавить здесь для скругления равномерно 10 петель справа, 10 петель слева. Потому что спинка и перед у вас одинаково вяжется. Да? Далее, что теперь у нас плечо. Плечо у нас 8 для маленького размера умножить на 1,9. Начинаем. Плечо будет 15 петель. Ну, 15-16, там в зависимости от выреза горловины. По петелькам надо посмотреть, да? Но я пишу приблизительно 15, да? Далее 10 петель. Ну, здесь и так понятно. 10 на 1,9 это будет 19 петель. И на большой размер плечо 12 петель. И 12 мы умножаем с вами на 1,9. Это будет 22-23 петли. Плечо. 23 петли пишу. Так, что касается выреза горловины. 20 сантиметров у нас вырез горловины. Умножить на 1,9. Он будет составлять 38 петель. Так, то есть убавки у нас идут по горловине. Значит, в общей сложности 38 петель должна составить нам горловина. Да? Что теперь касается рукава. Вот также у нас сколько будет у нас? 12 на 2. Да, это половинчатый размер.
24 и умножить на плотность 1,9. Вот смотрите, нам надо набрать 46 петель, да? Я пишу 46 петель на маленький размер. Вы на свой также увеличиваете, также умножаете. Я сделаю описание, девочки, на эти размеры. Я посчитаю, мне несложно. Так, теперь что касается вертикальной плотности. Смотрите, мои хорошие, вот у нас, например, мы вяжем планочку, связали. Там планочку, кстати, делайте какой вам хотите ширины, высоты. Вот здесь на выкройке 2 сантиметра высоту. Ну, обычно делают 5 сантиметров, да, вот так вот, 5-6, там, кому как нравится. Можно высокую планочку сделать, 7 сантиметров. Обычно вяжут резиночкой, да. Так, и далее, смотрите, начинается после планки у нас величина до проймы, да. Вот 35 сантиметров в нашем случае. У нас есть с вами плотность вертикальная, 2,5 ряда. Мы с вами должны 35 сантиметров умножить на 2,5 плотность. И у нас получится с вами 87 рядов. Я записываю. Это есть 87 рядов. И вот эту рядность вы должны обязательно соблюдать. Иначе после того, как вы постираете свое изделие, оно у вас сильно вытянется, да? Обычно так бывает. И будет более длинное, чем вы планировали. Поэтому руководствуйтесь не сантиметрами при вязании, а рядами, да? Это легко определить. 87 рядов, да? У нас раппорт с вами 8 составляет 8 рядов раппорт. Высоту мы с вами давайте 87 поделим на 8 величину раппорта. Вот у нас с вами будет целых 10 раппортов в высоту, да? То есть это будет 80 рядов, да? Я пишу, что 87 рядов это 80 рядов плюс 7. Ну, практически 8, да? Давайте напишем 88 рядов. Что ж там мы с изнаночного ряда начнем. То есть у нас с вами получается целых 11 раппортов, да? Это есть 11 раппортов в высоту. Вот связали вы от планки 11 раппортов в высоту и начали формировать пройму. Это понятно, да? Рукав, смотрите, самая широкая часть рукава у нас вот в данном случае 18 на 2, 36 сантиметров. 36 умножить на плотность 1,9, вот 68 петель. Вот здесь у нас на маленький размер идет 68 петель, да? Понятно? Понятно. Дальше. А набираем 46, да? То есть нам надо с вами 68 отнять 46 петель. Получается разница. Мы должны с вами 22 петли прибавить. Справа и слева по 11 петель получается. В итого прибавление составит 22 петли. Это понятно, да? Теперь, значит, по 11 петель прибавки. По 11 петель я пишу. Прибавить надо, да? Это для размера вот этого маленького. Так, и как это сделать? Равномерно, чтобы и одновременно. Но то, что одновременно, это понятно. То есть и справа, и слева вы одновременно прибавки делаете по скосу рукавчика. Но нам же надо это сделать равномерно. А как? Смотрите, у нас есть высота 45. Видите? До самого вот этого широкого места рукава 45 высота. То есть здесь у нас вяжется узор после планки. И мы с вами сейчас вот эти 45 умножим на нашу плотность 2,5. Смотрите, как это я делаю. 45 сантиметров на 1. Ой, у нас там 2,5. Значит, 45 сантиметров я умножаю на 2,5. Да, у меня получается 112 рядов. 112 рядов, да, девочки? Высоту мы должны связать до оката, до формирования оката 112 рядов узором. Теперь мы с вами эти 112 рядов поделим на 11. Смотрите, приблизительно получается через 10 рядов будет у нас идти прибавки, да? Через 10 рядов.
Это для маленького размера. Что касается большого размера, 20 умножить на 2 будет 40, умножить на 1,9 нашу плотность 76, да? То есть я пишу 76 петель у нас будет для большого размера, да? Вот. Ну, как для большого? Для 46-48. Вот этот я средний взяла, видите, 20. Умножил на 2, это же половинчатый размер. У меня получилось 40 сантиметров здесь. И вот эти 40 сантиметров, мои хорошие, я умножила на 1,9, у меня получилось 76 петель, да? А набираем 46. Видите, 30 петель разница. Делим на 2, получается по 15 петель нам надо прибавить. Я пишу по 15 петель на средний размер. Тоже надо узнать, через сколько мы будем прибавочки делать. Также мы делаем с вами 112, вот это наши ряды, поделим на 15. Получим через 7,5 рядов. Ну, не знаю, как сказать. Приблизительно через 7 или приблизительно через 8 рядов. То есть вот как-то вам там надо скооперироваться, да? То есть я пишу через 7 рядов все-таки. Приблизительно вы будете делать прибавки. Так, ну для маленького, для большого размера я не буду считать. Сделайте по аналогии. Я вам, девочки, все рассказала и разжевала, да. И я еще сделаю вам описание. Надеюсь, все у вас получится, мои хорошие. Описание, как всегда, будет под видео. Итак, мои хорошие, я желаю вам удачи и до новых встреч.